Завод «Москвич» очнулся и нашел нового технологического партнера. Свое производство запрещено из-за контракта с Китаем. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы. Пока вся автопублика бурно обсуждает пляски вокруг Лады Искры, превращение Черри в Тенет и очередное повышение утилизационного сбора, возрожденный «Москвич» будто растворился в информационном шуме. Казалось бы, еще недавно вокруг него кипели страсти, а теперь завод словно отошел на второй план. На деле же радовать себя и публику предприятию пока просто нечем. Как и многие участники российского автопрома, «Москвич» ощутил на себе общее падение рынка. Причем история эта не новая. Уже 2 предыдущих года проект не мог выйти в прибыль. Директор КАМАЗа Сергей Когогин прямо говорил, что завод перестанет быть убыточным только когда сумеет продать свыше 40 тысяч машин ежегодно. Однако прошлый год, несмотря на то, что оказался лучшим с момента возрождения бренда, принес всего 23 тысячи проданных автомобилей. В этом году результат будет куда скромнее. Цифры говорят сами за себя. За этот год дилеры смогли реализовать лишь 9960 машин. До заветных 40 тысяч дистанция огромного размера. Тем не менее, «Москвич» руки не опускает. Наоборот, руководство завода активно ищет новых технологических партнеров. Видимо, сотрудничество с JAC не принесло ожидаемого результата. Вероятно, дело не столько в качестве самих машин, сколько в том, что они не вызвали у россиян особого интереса. Я лично провел мини-опрос среди знакомых. Никто не выразил желания купить «Москвич». Главная причина, по их словам, сама марка. Люди не понимают, зачем ее возродили, и считают, что логотип «Москвич» лишь осложнит последующую перепродажу автомобиля. И все же закрывать проект никто не собирается. Более того, совсем недавно завод получил ОТТС на новую модель. Вот именно о ней и стоит поговорить. Кто знает, возможно, именно этот автомобиль способен вытащить бренд из тупика. С высокой долей вероятности под именем «Москвич М70» появится очередной китайский кроссовер, просто с другой эмблемой. В документах модель обозначена индексом AS33, и журналисты быстро сопоставили этот код с китайским MGHS. А ведь MG — это британская марка, принадлежащая китайскому гиганту SAIC, который как раз и фигурировал как возможный новый партнер «Москвича». Получается, в России под российским брендом, но при британском происхождении и китайском производстве может выйти новый кроссовер. Такая вот многоходовка судьбы. Если взглянуть на характеристики, то перед нами типичный представитель сегмента C, ближе к D-сегменту. Габариты: длина 4655 мм, ширина 1890 мм, высота 1663 мм. Прямой конкурент, например, Geely Atos. Под капотом предусмотрено 2 варианта силовых установок. Первый — 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил с 7-ступенчатым роботом. Второй — 2-литровый двигатель на 200 сил с 9-ступенчатым автоматом. Казалось бы, при такой мощности можно ожидать полного привода, но нет. Традиционно только передние колеса ведущие. Ни у «Москвича 3, ни у «Москвича 8 полного привода нет. И здесь ситуация та же. Что до перспектив, все упирается в цену. Если М70 окажется дешевле аналогов, шансы на успех есть. Если же стоимость будет на уровне конкурентов или выше, судьба его предрешена. Продаж будет немного, как у «Москвича 6, который так и не стал заменителем «Октавии». Наибольший спрос до сих пор сохраняется у «Москвича 3, просто потому, что он самый доступный. Проблема в том, что рынок уже перенасыщен китайскими кроссоверами, и выделиться среди них становится все труднее. Между тем, сегменты универсалов, хэтчбеков и минивенов почти пусты, но китайцы их игнорируют. Им ближе формат городских кроссоверов. Также вопрос остается открытым. Сможет ли М70 изменить отношение покупателей к бренду? Или «Москвич» вновь ограничится несколькими тысячами машин, теряясь в потоке похожих моделей? А что думаете вы, есть ли у нового «Москвича» шанс на второе дыхание? Китайские автодилеры обратились за помощью государства из-за масштабных убытков. В
последние годы их прибыль с продажи автомобилей в Китае ушла в отрицательные значения из-за ценовой войны между автопроизводителями. Наибольший риск пришелся на автосалоны по продажам традиционных машин с двигателями внутреннего сгорания. Ранее в своем телеграм-канале мы сообщали, что по итогам первой половины этого года менее 30% автомобильных дилеров Поднебесной смогли выйти на прибыль. Компании столкнулись с проблемой инверсии рынка, когда конечная цена для покупателя машины в автосалоне оказалась ниже закупочной стоимости с завода-производителя. В результате с продажи каждого нового автомобиля автосалон несет серьезные убытки. Компенсировать его реализацией финансовых и страховых продуктов, а также послепродажным обслуживанием получается не всегда. Дополнительным источником давления на дилеров стало охлаждение спроса на БУ автомобилей в Китае. О проблемах китайских автодилеров открыто высказался генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей. Он сообщил, что масштабные убытки от продажи новых машин ведут к дефициту денежных средств у дилера. В результате компаниям становится тяжело выполнять финансовые обязательства, в том числе по выплате кредитов. Из-за набиравшей в последние годы популярности продаж подержанных автомобилей с нулевым пробегом, производители машин повысили плановые объемы закупок. При этом реальный спрос не соответствует данному показателю. В результате автомобили стали накапливаться на складах дилеров, что отражается на денежном обороте. Секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей пояснил, что ценовая война привела к еще одной серьезной проблеме. Так как каждый автомобиль дилер продает в убыток, с ростом объема продаж финансовые потери пропорционально увеличиваются. При этом автопроизводители не оказывают дилерам необходимой поддержки. Мы выяснили, что в отсутствии поддержки дилеров со стороны компаний-производителей нет ничего удивительного. Здесь стоит пояснить, что ранее многие китайские бренды предпочитали работать по заимствованной у Теслы системе прямых продаж без посредников. Но за последние годы марки вроде Xpeng и Zeekr перешли на традиционную модель продаж с дилерами. Так компании переложили убытки с продаж новых автомобилей на дилерские центры. Для многих компаний проблемой стал форсированный переход с менее прибыльного сектора топливных автомобилей на электрические и гибридные авто. Хотя машины на новых источниках энергии не приносят столь масштабные убытки с продаж, их проблемой стала низкая стоимость послепродажного обслуживания. В результате крупнейшие китайские дилерские холдинги уже фиксируют убытки в этом году. Представляющий интересы дилеров секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей рассказал, что сейчас остро стоит вопрос выживания дилеров. Данную проблему нельзя недооценивать, ведь именно от покрытия и качества работы сбыточной сети зависят продажи автопроизводителей. Генеральный секретарь обратился за поддержкой государства. Он попросил соответствующие ведомства провести исследования и внедрить поэтапные меры финансовой поддержки. В частности, государство должно порекомендовать финансовым учреждениям усилить поддержку сектора, а также продлить и возобновить существующие кредитные программы. Также требуется постепенное увеличение кредитных линий для дилеров. Государство также должно разработать специальные кредитные политики для автодилеров, а конечные потребители должны иметь возможность в полной мере использовать субсидии на процентные ставки по кредитам при покупке автомобилей. Интересно, что о поддержке автопроизводителей секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей не упомянул. Ну а получат ли дилеры необходимую поддержку, пока открытый вопрос. Напишите в комментариях, как вам новое поколение москвичей. Ну и обещанная мною шутка. Как пояснили в Минпромторге, АвтоВАЗ не платит утилизационный сбор потому, что изначально производит утиль. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.